Приветствуем вас на канале Техревизор, где наша команда регулярно публикует обзоры и рейтинги разной бытовой техники. В том числе обсуждаем и роботы-пылесосы. Казалось бы, чему еще удивляться? Пылесосить умеют, мыть тоже, ездят сами, хозяев практически не беспокоит. А дизайн вообще субъективщина. Сколько еще нужно топов и рейтингов, чтобы выбрать подходящую модель? Но каждый раз рекомендации AliExpress заставляют садиться и писать сценарий к новому ролику. А мы, в общем-то, и не против. Как вы поняли, следующие 10 минут посвятим поиску новых интересных моделей. Я отобрал 10 моделей и расставил их по возрастанию цены от 15 до 70 тысяч рублей. Поверьте, каждый найдет вариант, подходящий душе и кошельку. Сразу хочу сказать, что все цены в этой подборке актуальны на момент публикации ролика. Хотите узнать, сколько стоит сейчас робот, то переходите по ссылкам в описании и закрепленном комментарии. Не будем тянуть, жмем лайк, подписку, колокольчик и переходим к топу лучших роботов-пылесосов с AliExpress. Честь открыть эту подборку выпала Xiaomi Midge 3C. Несмотря на скромную цену в 15 750 рублей, модель Midge 3C вобрала большинство необходимых наработок по части дизайна и технологий. Минималистичный дизайн линейки Xiaomi в определенной степени допустимо считать устаревшим. Возможно, инженеры решили придерживаться зарекомендовавшей себя концепции. Внешний аскетизм компенсируется производительностью. Сила всасывания поднялась до 4000 паскаль. Это помогло сделать сразу 4 ситуативных режима уборки. Поддерживать продуктивность довелось аккумулятору, емкости которого хватает на 90 минут непрерывной работы. Лазерная навигация LDS ловко справляется с препятствиями. Midge 3C огибает ножки столов, мелкие предметы и прочие вещи, оказавшиеся на полу. Устройство строит точные карты помещений, которые отслеживаются и редактируются через приложение. Там же программируются сценарии уборки, режим работы и прочее. Но приготовьтесь к тому, что официальное приложение только на китайском языке. Предназначение устройства – качественная очистка небольших помещений. Эффективно справляется с гладкими поверхностями, чуть хуже – с коврами. Алгоритмы рекомендаций AliExpress предложили проверить робот-пылесос Midea M6. При условии, что продавец просит за него 18 875 рублей, почему бы и нет? Визуально устройство новшеств не предлагает, как и не обладает выдающимися характеристиками. Учитывая ценовую категорию, крепкая середина, балансирующая по всем показателям. Но при этом мощность всасывания 2000 паскаль, что ровно в 2 раза меньше предыдущего устройства от Xiaomi. Конкурентное преимущество кроется в мобильном приложении. Робот сохраняет сразу несколько карт помещений, автоматически распределяя комнаты по отдельным зонам. В дальнейшем владелец выбирает конкретную область, либо включает полноценную уборку, регулируя количество проездов от 1 до 3. Функционал предусматривает гибкую настройку зон влажной уборки, ручное управление, просмотр журнала и планирование. Время автономной работы 120 минут. Если заряд аккумулятора исчерпан, устройство самостоятельно вернется на базу, а потом также продолжит начатое. Что касается непосредственного предназначения, Midea M6 качественно освобождает углы от мусора, попутно очищая твердые покрытия. Подойдет для стандартных квартир, где нет ковров с высоким ворсом. При условии приемлемой проходимости с возможностью без урона по корпусу проезжать межкомнатные пороги, достойное приобретение за свою цену. Третий по счету представитель сегодняшней подборки – Lictroux C30B. Робот привлекает не только схожим именем с другим популярным производителем бытовой техники, но и внушительным рейтингом 4,7 звезд на AliExpress. Для выстраивания оптимальных маршрутов Lictroux пользуется современной системой навигации. Связка сенсоров и алгоритмов строит подробную карту помещения. Правда, если верить отзывам, робот-пылесос не способен ее запоминать. То есть каждый раз он видит вашу квартиру будто впервые. Но при этом робот умеет распознавать шторы, снижая интенсивность при заезде под них. Устройство сочетает сухую и влажную уборку. Боковые щетки в большинстве случаев добираются до мусора в углах. Режим повышенной мощности всасывания приемлемо обрабатывает сложные виды загрязнений. Волосы или шерсть в данном случае особой угрозы не представляют. Есть управление со смартфона, где в дополнение к стандартному функционалу предлагают запуск и контроль уборки на расстоянии.
График очистки составляется на основе предпочтений и потребностей владельца. Робот автоматически запускает процесс в указанное время. Недостатки в основном относятся к навигации. Отсутствие сохраненных зон приводит к нечастым сбоям. Проще говоря, искусственный интеллект иногда теряется в квартире, не понимая, куда ехать дальше. Мало кто знает о бренде Abir, но модель X6, уверен, заставит исправить положение. Робот-пылесос за 22 175 рублей использует технологии SLAM и VSLAM для навигации и построения карты помещения. В этом помогает дополнительная камера. Запоминает карты и без проблем дополняет их при необходимости. Имеет японский бесщеточный двигатель с мощностью всасывания 3200 паскаль. Есть основная V-образная и боковые щетки. Работает в режимах сухой и влажной уборки на 3 разных мощностях. Скорость движения до 32 см в секунду. Без существенных заминок преодолевает препятствия до 2 см. Важная особенность – ремонтопригодность конструкции. Производитель предусматривает замену колес, щеток и фильтров. При всем этом гарантия действует до 3 лет. Робот справляется с уборкой гладких поверхностей, имеет продвинутый интеллект навигации. Отсутствие лидара не сказывается на оптимизации маршрутов, при этом выгодно снижает цену. Следующий претендент на роль лучшего из доступных – Mijia 3S, обновленная модель робота-пылесоса от Xiaomi. Цена на момент выхода ролика – 22 600 рублей. Инженеры использовали конструкцию с двойной шваброй для сухой и влажной уборки. Робот оснащен 360-градусным лазерным сканером для лучшей обработки поверхности. Емкий аккумулятор обеспечивает автономную работу до 110 минут. Управление привычное, через приложение. Настройки включают расписание, выбор зон, выстраивание невидимых стен, указание количества проездов. Благодаря прочным колесам робот преодолевает препятствия до 2 см. Высота с лидаром всего 97 мм, что позволяет беспрепятственно проходить под мебелью. Навигационная система состоит из LDS-лазера и 3D-датчиков. Скорость сканирования до 30 тысяч точек в секунду. Технология SLAM поможет составить точную карту, собирая данные камер, дальномера и инфракрасного датчика. Внутри бесщеточный двигатель, обеспечивающий мощность всасывания до 4000 паскаль. Система фильтрации и вентиляции не позволит собранной пыли вновь оседать на поверхностях. За защиту от протеканий отвечает водонепроницаемая прокладка, а те самые двойные вращающиеся диски способствуют тщательной уборке преимущественно гладких поверхностей. Постепенно повышаем стоимость до 30 тысяч рублей. И тут у нас Dream L10 Pro. Конечно, без всеми любимого Dream не обойтись. Модель L10 Pro – робот-пылесос с технологией лазерного дальномера. Если верить обзорам, лидар корректно распознает и не натыкается на препятствия. В отличие от предыдущих роботов-пылесосов, L10 Pro не требует предварительной подготовки помещения. Шторы, провода, тапочки – все это останется в целости и невредимости. Пылесос самостоятельно определяет границы комнат, лестниц и мебели, предположив оптимальный маршрут уборки. Емкость аккумулятора 5200 мАч, за счет чего время автономной работы растягивается до внушительных 2,5 часов. За счет пятислойной системы шумоподавления громкость при работе на максимальной мощности 4000 паскаль 65 дБ. Многоступенчатая система очистки воздуха, включая фильтр HEPA 13, задерживает до 99,97 микрочастиц. Вода подается сразу в 3 точках из резервуара на 270 мл. За счет этого достигается равномерное увлажнение поверхности. За определение перепадов высоты отвечают сразу 6 датчиков. Поэтому не бойтесь покупать, если планируете убирать помещение с лестницами. Кстати, они же подают сигнал автоматически повышать мощность при заезде на ковры. 7-я строчка с ценником в 39 тысяч рублей по праву достается роботу Midea S8 Plus. Производитель обещает идеальную чистоту практически без участия человека, что частично подтверждается отзывами владельцев. Пылесборник объемом 2,5 литра позволяет не заглядывать туда примерно в течение месяца. Многослойное уплотнение надежно удерживает собранную пыль, при этом нет неприятных запахов. Мощность всасывания достигает 4000 паскаль, за счет чего робот справляется с самым упрямым мусором. Вибрационный модуль с частотой 500 колебаний в минуту имитирует ручную уборку, эффективно протирая поверхность. Для ориентации в пространстве инженеры предусмотрели лазерную навигацию 5-го поколения LDS.
Тип поверхности определяется автоматически, при заезде на ковры увеличивается мощность. Управление дистанционное, через мобильное приложение всегда можно проверить, как идет уборка. S8 Plus обеззараживает поверхности с помощью обычной воды, уничтожая бактерии. Переходим к игрушкам серьезнее. На очереди Xiaomi Roidme EVO за 52 500 рублей. Речь о роботе-пылесосе премиум-класса с возможностью влажной уборки полов. Я бы даже сказал, это его главная задача. Отличительная особенность – две вращающиеся тряпки диаметром 29 см. Они крепятся на магнитах. Вращаясь со скоростью 180 оборотов в минуту, достаточно эффективно устраняют даже застывшие пятна. Для навигации EVO использует привычный лидар в сочетании с дополнительной системой лазеров для распознавания препятствий. Уборка производится в 4 режимах мощности всасывания от 61 до 137 Вт. Собирает мусор как с твердых поверхностей, так и с ковров, а чтобы этот мусор не доставлял хлопот, в коробке есть станции самоочистки. Когда все дела сделаны, устройство возвращается на базу, где происходит опорожнение мусорного контейнера, стирка и сушка тряпок. Ваше взаимодействие со всем этим минимальное. В первую очередь Roidme EVO – решение для влажной уборки квартиры, но и пылесосит он довольно неплохо. Наличие станции самоочистки в сочетании с эффективными вращающимися дисками превозносит модель к числу лидеров своего класса. Еще дороже, за 59 тысяч рублей, продается Roborock S8. Хотя, как нам показалось, цена вполне обоснована. Во-первых, его задача представлять флагманскую линейку, а во-вторых, он с этим неплохо справляется. Производитель впервые демонстрирует технологию VibraRise – две линии вибрации с частотой до 3000 колебаний в минуту. На практике робот оттирает стойкие загрязнения с разных типов напольных покрытий. Внизу два силиконовых валика, которые вращаются навстречу друг другу. Они не наматывают волосы, чем грешат модели с щетками, и легко очищаются. Мощность всасывания, если сравнивать с предыдущими версиями Dream, поднялась до отметки в 6000 паскаль. Несмотря на классическую круглую конструкцию, удается извлекать мусор из труднодоступных мест. Система распознавания объектов версии Reactive AI 3.0 пополнилась базой до 40 новых объектов. Простым языком, устройство теперь знает больше разновидностей препятствий и понимает, как их правильно миновать. Доступна мойка полов под давлением с силой нажима 600 грамм без перерасхода жидкости. А стоимость модели обусловлена использованием передовых компонентов и программного обеспечения. На отметке, близкой к 70 тысячам рублей, расположился робот Dream W10. Судя по отзывам, робот-пылесос способен изменить представление о подобных гаджетах. Нам же придется изучить, почему так происходит. Робот помогает в уборке за счет двух вращающихся дисков с микрофибровыми салфетками. В процессе периодически возвращается на станцию, где происходит автоматическая очистка и повторное увлажнение салфеток. Таким образом, инженерам удалось добиться результата без пропусков и разводов. Когда цикл мытья полов завершен и пылесос окончательно возвращается на станцию, насадки ополаскиваются, а затем высушиваются горячим воздухом, чтобы предотвратить рост плесени и бактерий. Еще одно преимущество – большой объем баков для грязной и чистой воды, по 4 литра каждый. Не придется доливать воду в течение длительного времени. DreamBot W10 отлично ориентируется в помещении, определяет расстояние, строит маршрут, хранит в памяти до 3 планировок, избегает столкновения со стеной и обходит углы. Также робот самостоятельно распознает ковровые покрытия и в зависимости от выбранного режима объезжает их или же запускает всасывание на полную мощность. Кстати, мощность всасывания составляет 4000 паскаль, а время непрерывной работы больше 2 часов. На этом мой рейтинг подошел к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о выходе новых рейтингов и обзоров техники. А с вами была команда канала Техревизор.